Экстремальные наводнения в Индии, Китае и Южной Корее, ураганный ветер на юге Ирана, а также набирающий силу лесной пожар в Калифорнии. Все это лишь часть событий, произошедших за последние сутки на нашей планете. Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Горизонт событий». Уровень воды в реке Ямуна в Дели продолжает оставаться выше критической отметки, вызывая подтопление и ситуацию, близкую к наводнению в нескольких районах столицы. По данным Центральной водной комиссии Индии, на утро 7 сентября уровень реки на 47 сантиметров превышает опасный порог. Ситуация осложняется из-за продолжительных муссонных ливней, которые обрушились на север Индии в начале сентября. За последние дни в бассейне Ямуны выпало более 200 мм осадков, что привело к сбросу воды из дамбы Хатникунд в штате Харьяна. В результате уровень реки поднялся и произошло затопление низинных районов Дели. Больше всего пострадали Майюр-Вихар, Акшардхам и Нойда. В Майюр-Вихар вода затопила улицы, жилые дома и даже временные лагеря для эвакуированных, где проживали тысячи человек. Местные власти и национальные силы реагирования на стихийные бедствия эвакуировали более 626 человек из зоны риска. В лагерях Майюр-Вихар развернуты пункты распределения еды и медикаментов. Пострадало и транспортное сообщение на кольцевой дороге Дели, некоторые мосты временно закрыты. Метеорологическая служба Индии предупреждает о продолжении дождей и гроз в ближайшие дни, что может усугубить наводнение. Власти Дели координируют усилия по укреплению дамб и откачке воды. Премьер-министр Нарендра Моди поручил центральному правительству оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Район Наугаон в округе Уттаркаши в индийском штате Уттарханд пострадал от мощных наводнений и оползней, вызванных внезапным облачным разрывом. По данным местных властей, облачный разрыв произошел в районе Сьори-Фал-Пати в долине Ямуны, где за считанные минуты выпало более 100 мм осадков. Ручей Девалсари хлынул вниз, захлестнув низины и рынок Наугаон. Поток воды, грязи и обломков затопил более 6 домов и магазинов, а также смел несколько мотоциклов и автомобилей. К счастью, обошлось без жертв, многие жители эвакуировались заранее, предвидя сильные дожди. Спасатели незамедлительно провели эвакуацию пострадавших в безопасные зоны, им предоставляется вся необходимая помощь. Район Йондэндон в городе Иксан в южнокорейской провинции Чоллада пострадал от внезапного наводнения, вызванного интенсивными осадками. По данным Корейской метеорологической администрации, за 12 часов в Иксане выпало более 150 мм осадков, что привело к переполнению местных ручьев и подтоплению низинных районов. Наводнение затронуло несколько кварталов Йондэндон, вода проникла в дома, магазины и автомобили. Местные жители сообщают о повреждении имущества, временных перебоях с электроснабжением и заторах на ключевых улицах. Власти эвакуировали около 200 человек из наиболее уязвимых зон, информации о жертвах или серьезных травмах не поступало. Иксан, расположенный в плодородной долине реки Мён, часто сталкивается с наводнениями во время муссонного сезона, который в 2025 году оказался особенно интенсивным. Общие осадки в северном Чоллада за сентябрь уже превысили норму на 40%. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными данные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях, что происходит в вашем регионе. Утром 6 сентября в Казани трамвай номер 4 загорелся во время движения. По данным городской госавтоинспекции, возгорание вспыхнуло на пересечении улиц Габишева и Зорги, когда транспорт двигался со стороны улицы Юлиуса Фучика в направлении улицы Габишева. В салоне трамвая находилось 10 пассажиров. Все были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. На место прибыли экипажи ГИБДД, полиции и пожарных. После ликвидации пожара трамвай эвакуировали в депо, а движение на пересечении восстановили в течение часа.
Расследованием причин инцидента занимаются специалисты Метроэлектротранса и надзорные органы. Лесной пожар Перити Файр, вспыхнувший 5 сентября в Джурупа-Вэлли, в округе Риверсайд, продолжает представлять угрозу для местных жителей. По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и пожарной охраны, пожар охватил примерно 210 гектаров и был локализован только на 10%. Огонь бушует в холмистой местности к северу от шоссе 60, угрожая жилым районам и инфраструктуре. Ряд населенных пунктов в долине Джурупа получил приказы об эвакуации. На данный момент жертв и повреждений зданий не зафиксировано, пожарным удалось отстоять жилые зоны. Тем не менее, риск сохраняется, сухая жаркая погода и сильный ветер способствуют распространению пламени. В борьбе с пожаром задействовано более 300 пожарных и авиация. С помощью бульдозеров ведется прокладка минерализованных полос. Южная сторона на Сиерра-авеню была закрыта для беспрепятственного проезда пожарной техники. Север провинции Сычуань, включая город Гуанъюань, столкнулся с катастрофическими наводнениями, вызванными рекордными осадками, самыми интенсивными за 44 года. По данным китайского метеорологического управления, в Гуанъюане и соседнем Нанчуне за 12 часов выпало более 250 мм осадков, с провинциальным максимумом 255,2 мм в районе Чатянь. В Пинчане, уезде в Нанчуне, за 24 часа осадки достигли 364 мм, что спровоцировало внезапные паводки, затопившие улицы, дома и сельскохозяйственные угодья. Ситуация в Гуанъюане сегодня стала критической. Затоплены районы Юаньба и Чжахуа. В Пинчане наводнение привело к переполнению местных ручьев, смыву мостов и повреждению инфраструктуры. По предварительным оценкам, пострадали тысячи жителей, эвакуировано более 10 тысяч человек. Метеорологи предупреждают о риске оползней и дальнейших паводков из-за насыщенной влагой почвы. Город Гуанъюань активировал 4-й уровень чрезвычайного реагирования на наводнения. Аварийно-спасательные службы проводят эвакуацию жителей из затопленных зон. Власти призывают жителей низин избегать зон риска и следовать указаниям спасателей. Это наводнение – самое разрушительное в Сычуане с 1981 года. Сильные муссонные дожди, продолжающиеся в Утар-Прадеше, привели к масштабному наводнению в районе Шахджаханпура, где реки Гарра и Ханаут вышли из берегов, затопив десятки деревень, дороги и городскую инфраструктуру. Наводнение началось еще 3 сентября. Вода из реки Ханаут хлынула в район Ладхипур, а к 6 сентября затопила ключевые артерии, включая шоссе Лакхнау-Дели. В районах Ханумат-Тхам и Ладипур вода проникла в жилые зоны, затронув более 50 деревень. Жители сообщают о потерях урожая, скота и имущества. Многие семьи вынуждены были покинуть дома на лодках. По данным районной администрации, эвакуировано более 5000 человек. Временные лагеря открыты в школах и общественных зданиях, где пострадавшим предоставляется еда, вода и медикаменты. Вчера провинцию Бушир на юге Ирана накрыл мощный шквалистый ветер, достигавший порывов до 80-100 км в час и сопровождавшийся сильным ливнем и песчаными бурями. По данным Иранской метеорологической организации, шторм, спровоцированный фронтом нестабильной погоды в Персидском заливе, нанес значительный ущерб инфраструктуре. Шквалистый ветер привел к падению деревьев, повреждению крыш зданий и обрыву линий электроснабжения в нескольких районах провинции. Местные власти сообщают о частичных разрушениях в прибрежных зонах. Волны высотой до 3-4 метров повредили рыболовные лодки и портовые сооружения.
В Бушире ветер сорвал рекламные щиты и повредил автомобили, а в сельских районах пострадали теплицы и финиковые пальмы. По предварительным данным, пострадали не менее 15 человек. Тысячи домохозяйств остались без электроснабжения. Тропический циклон Кико, сформировавшийся в восточной части Тихого океана, усилился до урагана 4-й категории по шкале Саффира-Симпсона с максимальной скоростью ветра в эпицентре до 225 км в час. По данным Национального ураганного центра США, на утро 7 сентября ураган находился примерно в 1600 км к востоку-юго-востоку от острова Гавайи, двигаясь в западно-северо-западном направлении со скоростью около 15 км в час. Пик интенсивности урагана пришелся на 4-5 сентября, когда скорость ветра достигала 233 км в час. Это делает его одним из самых сильных штормов сезона 2025 года в Восточном Тихом океане. По прогнозам Центрального Тихоокеанского ураганного центра, Кико продолжит движение на запад-северо-запад и достигнет Гавайских островов в середине следующей недели, примерно 9-10 сентября. Однако, к этому времени ожидается его постепенное ослабление. К моменту приближения к островам ураган может снизиться до 1-й категории или даже тропического шторма из-за прохождения над более прохладными водами. Волны от урагана начнут достигать восточных берегов Гавайских островов уже в воскресенье и усилятся к понедельнику. Власти Гавайев объявили чрезвычайное положение. В районе Валле-де-ла-Крус, в штате Варгас, на северном побережье Венесуэлы, произошел внезапный ливневый паводок, вызванный интенсивными осадками. По данным Национального института метеорологии и сейсмологии Венесуэлы, за несколько часов выпало около 120 мм осадков, что привело к переполнению местных ручьев и подтоплению низинных районов, включая жилые кварталы и сельскохозяйственные угодья. Паводок быстро распространился по узким долинам, смывая грязь и обломки. В Валле-де-ла-Крус затопило улицы, дома и дороги. 150 жителей были эвакуированы. Местные власти сообщают о повреждении нескольких мостов и линий электропередач, что привело к перебоям в электроснабжении и водоснабжении. Информации о жертвах не поступало, несколько человек получили легкие травмы при эвакуации. В округе Сирмур, в штате Химачал-Прадеш, произошел масштабный оползень недалеко от деревни Чоккер в районе Наурхатхар. По данным местных властей и Государственного управления по чрезвычайным ситуациям, обрушение холма составило почти 200 метров. Инцидент, спровоцированный сильными муссонными дождями и подземным источником воды, поставил под угрозу 5 жилых домов. Семьи из близлежащих домов были эвакуированы в безопасные места. По словам чиновников, зона обрушения оцеплена, грунт продолжает оседать, что требует постоянного мониторинга. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.